Приветствую всех! С момента запуска программы я выплатил более 25 миллионов русских рублей. Я выплачиваю деньги на карты банков РФ или же на любые криптокошельки. Выплачиваю быстро, но после проверки информации. Интересует долгосрочное сотрудничество. Проверка информации занимает от 10 минут до нескольких недель в зависимости от того, что вы мне даете. Интересуют в первую очередь контакты военных РФ, которые принимают участие в войне. От них интересует информация о личном составе, о складах ГСМ, о технике РЭБ, РЭР и тому подобных историй. Также интересует различная военная документация, начиная от БРок и заканчивая потерь личного состава. Очень нужны контакты научных сотрудников различных исследовательских лабораторий и таких вот направлений. Еще нужны контакты среди администраторов информационных систем, банков или различных телекоммуникационных систем, провайдеров. Поэтому Telegram здесь написан, WhatsApp здесь написан, он приоритетнее для общения. Для староверов электронная почта. Также мой телеграм-канал, касающийся только информации о этом проекте. Поэтому обращаемся, отвечу всем, отвечаю не всегда мгновенно, но отвечаю. Общаемся с военнопленными, записываем такие интервью. Как думаете, зачем? Скорее всего, чтобы так же, как и с нашей стороны, чтобы люди увидели, что происходит. Огласка, я думаю, самой сути правды, что как получается есть. А еще, чтобы на обмен вас забрали. Вы знаете, что половина из вас там даже в списках пленных не числится? Нет, я не в курсе. Я не знаю, как насчет вас лично. Сейчас позвоним, узнаем. Вот. Жена ваша ответила. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Вы можете отказаться? Мне скрывать нечего. Прямо уж так нечего скрывать. Что, вы готовы прям честно рассказать все, что было? Как есть. Хорошо. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда? Это Байкал у вас рядом? Нет, это название просто такое. До А Байкал где? Он еще дальше, там может 1006-7 тысяч километров. От вас до Украины 1003, да, километров? Где-то в этом порядке, да. Угу. Так, и вы мобилизованный? Нет, у меня контракт. А, вы еще и контрактник? Да. То есть вы прям добровольно захотели идти воевать? Нет, не так. А как? Изначальный контракт у меня с 2008 года. Да. То есть я в 2007 году призвался на срочную службу. Будучи родился, вырос в сельской местности, так скажем. С работой очень таки не складывалось там. Да. Решил остаться в армии. И в 2008 году подписал первый контракт. Угу. Короче говоря, вы кадровый военный, по сути. В моем понимании кадровый это значит закончивший какое-то образовательное, военное учреждение, там, где... А у вас звание? Звание старший сержант. Старший сержант на контракте. Это должность связистская начальника радиостанции. Вы связист? Да. Так. Когда вас отправили в Украину? Получается, да, в ноябре я попался в плен, около 2 недель я был на подготовке, 2 недели в этом, в середине, где-то 27, 26, 27 октября. Октября вас призвали, отправили? Да, с Приморья мы прилетели на эту сторону на самолете. Прилетели на самолете. Куда? В Ростов-на-Дону. Там учились что-то?
Нет, учили, как он, полигон где-то в районе Бердянска находится. С Ростова в Бердянск. С Ростова, да, Бердянск. Бердянский полигон. Да, там полигон. Сколько времени? Где-то около дней 10, около 2 недель. Около 2 недель. Дальше? Потом нас увезли в лесополосу. Да, где? Это я точно не скажу где, но мы ехали где-то около 2 часов. Также поля, это лесополоса. Не знаете населенный пункт? Там не было населенного пункта. А часть, кстати, какая у вас? Мы приехали сюда в составе 143-го полка. Приморский край. Угу. Куда вас привезли из Бердянска, вы не знаете? Да, но мы там опять-таки пробыли недолго. Было вечером я был вызван командиром своим. Мне было доведено, что я утром следующего дня, что я переведен, меня придут, заберут. И чтобы я собрал вещи, был готов утром просто встать и... Почему вам выпала такая честь, не спрашивали? Нет, я вот это не знаю до сих пор. Да. И потом, когда приехала машина за мной, в машину забрался, и там уже 3 человека было, то есть я 4-й. И потом, когда ехали, еще около, наверное, 10 человек туда запрыгнули с разных подразделений. И в таком порядке мы доехали до нового полка. И Так. вот до 70-го полка, 58-й армии, там выгрузились. И нам довели, что мы переведены в этот полк. Для пополнения и так далее, и так далее. Дальше. Все, потом опять около 10 дней подготовка. Вот там второй, получается, у них где-то полигон. Он тоже где-то в районе Бердянска, только в другую сторону где-то. Но тоже где-то недалеко там. Тоже около 10-2 недель подготовка на этом полигоне. Тоже там стрельбы, не стрельбы. И 28 числа вечером, уже ближе к ночи, нам сказали, что к утру назвали 8 фамилий, 8 человек. Выезжаете на боевое задание. Когда выехали, приехали в населенный пункт Новое, довели нам задачу, что нас привезут сейчас, сядем на БМП, привезут в лесополосу. Новое. Это случайно из тех, кто у меня сегодня был, никто с вами не был? Мы в разные дни были там. В разные дни просто? Да. Ага. То есть я 29-го, кто-то 30-го, кто-то 1-го. И вот так. Вот. И получается, суть нашей задачи была 8 человек от места высадки, где БМП нас оставит, по лесополосе вниз добраться, там, как объяснили, около 100 метров будет изгиб, то есть поворот примерно на 90 градусов лесополосы этой. И не доходя до нее, там несколько метров окопаться и сидеть, занять оборону, ждать. И дальше вас должны поменять другие люди. Вот, нас привезли туда, БМП развернулся, уехал, имею в виду, мы высадились, прошли, метров, наверное, 90, 80-90 метров по лесополосе началась стрельба. Все, мы в рассыпную заняли, каждый для себя наиболее выгодную позицию, чтобы укрыться, так скажем, от пуль, начали мины прилетать кассеты. Вот. И в один момент я просто поворачиваю голову, и стоит человек, на меня автомат направил, я просто оружие опустил. Сдаешься? Я говорю, да. Все. Попросил меня снять все боеприпасы, бронежилет, каску, все остальное. Я все снял, сложил.
Очень занимательная история. вывели. Меня что-то уже, наверное, утомился я, да, сегодня уже который 5-й. Вот вас сюда привезли, ну, условно, да? Здесь окопы, да? Да? Или что? Ну, лесополоса вот идет. Это лесополоса. Да. Лесополоса. Так, вы здесь находитесь в самой лесополосе? Да, у нас, вот, грубо говоря, вот так вот здесь вот должен быть изгиб Какой изгиб? лесополосы. Ага, вот так вот она как бы идет, да? Да, примерно вот так вот. Вот так вот она идет. У нас вот здесь поле. И вот Поле. с этого поля нас так привезли в лесополосу. Так, Примерно вот так вот. так, вот, привезли. Да. Да, вот здесь вот он высадил нас. И обратно по своей дороге, как приехал, Он уехал, да. Нам надо было спуститься вот сюда. Так. И примерно в этом районе занять позицию. Позиция это что? Это окоп какой-то? Да, просто Так, окопаться. окоп здесь. Заняли? Мы не дошли. А, вы не дошли. Прошли примерно вот до сюда. Так, Ну, так, половину, может, так. даже. Сколько вас было человек? Нас было 8 человек. 8 человек. Вы один как-то оказались? С этой группы я один, получается, меня вытащили оттуда. Ну, в статусе военнопленного. А как это возможно? Ну, 8 человек идет. На каком расстоянии? Расстояние, ну, примерно там около 5-10 метров. 5-10 метров. 5-10 метров, немного. Да. И потом начали занимать наиболее выгодные позиции, да, где-то ямка, где-то... А, каждый воронка. отдельно сам по себе, вроде того. Да. То есть рассыпались Ага. все 8 человек. И так вот. И вот вы там где-то заняли какую-то ямку или что вы заняли? Да, воронка. А, заняли. И к вам подходит человек с автоматом. Да. Как думаете, какая судьба остальных, которые с вами были? Ну, если я их не видел еще ни разу, мне кажется, самое плачевное. Так. Это история у вас неинтересная. Ну, тем не Вы даже менее, трупов, короче говоря, не видели. 200-х, 300-х не видели. так. Вот где я в воронке лежал, и следующий человек вот с нашей Ага. ну, группы, так, Да. да, скажем, до него было, ну, метров около 5, может, так, Да. 5-7 метров. То есть я когда вышел, я не стал крутиться, вертеться, мне показали, куда идти. Я просто вышел с лесополосы и отошли оттуда. Все. Как вы думаете, то, что сейчас происходит, оно зачем, кому это нужно? Вся эта война, все эти жертвы, все это. Кому Если зачем? в целом брать, я думаю, точно не народу. Не, 100% согласен. Дальше. то есть ни с одной стороны, ни с другой стороны не народу. Согласен вообще. Дальше. Ну, скорее всего, это политические какие-то вопросы. Политические какие-то вопросы. Да. Так, кто объявил спецоперацию? Президент Как фамилия? Путин Владимир Владимирович. Путин объявил спецоперацию. Зачем ему это было нужно? Какие цели он провозглашал? Я, как сказать, я даже не знаю, для чего ему это. Да я раньше, вот, ну, даже вот до объявления всего этого, сильно политикой не интересовался. Я вообще не понимаю, сам как человек, я не понимаю, зачем он в эту сторону полез. Наверное, для захвата этой стороны. Просто забрать. Ну, захватить, забрать. Оккупировать, навязать свои правила. Ну, сколько вам эпитетов нужно привести? Так тоже, я не пойму просто, с одной стороны он с какой-то начинает дружить, с другой наоборот ругаться. С какой страной он начал дружить? Расскажите, пожалуйста. Ну, то же самое в Беларуси вроде не... Беларусь всегда была под протекторатом России. Ну, разногласий между ними не было вроде. Не было. Потому что Беларусь живет так, как ей скажет Россия. Лукашенко делает так, как скажет ему Путин. Никакие, ну, может, не во всем, конечно, но в основных вопросах так.
Не Украина хочет жить по-своему. знаю. Это право, конечно. Да, но по его мнению нет. Я думаю, все-таки это должно быть право. Свобода жизни, свобода слова каждого. Так, ну вот, вот он объявил спецоперацию для того, чтобы навязать свои правила. Тоже вариант. Путем захвата или путем просто навязывания правил. Но сейчас идет путем захвата. Вы знаете вообще, что российские войска, они под Киевом стояли в 2022 году? Нет? Слышал, да. Слышал. Да. То есть не интересовались. Ну, особо нет, но слышал, что они тоже пытались зайти с той стороны. Да. Ну вот войска одной страны, огромные колонны на танках, тяжелой техникой, заходят, ну я абстрагируюсь от нашей ситуации. Войска одной страны заходят на столицу другой страны. Зачем? Вы что, руку пожать? Ну, абсолютно, это точно нет. Бордюры побелить? Цветы посадить? Значит, он какую-то цель все-таки этой операции для себя Правильно. установил. Правильно. Какую? Вот, Но войска одной страны заходят на столицу другой страны. Спроси я вас об этом без привязки к теперешним событиям, вы бы, наверное, не задумываясь, просто ответили с целью захвата. скорее всего. Ну, а почему ж тут у вас какие-то варианты еще? Нет, может как-то договориться, имеется в виду поднадавить. Поднадавить, договориться, чтобы эта страна жила по правилам Я той имею в страны. виду, как вариант, как возможность, может Ну, быть, скорее всего. Ну, как вариант, может быть, да. Так за что ваши люди гибнут? У меня нет ответа. одного этого. Ну, мы же только что определились, почему происходит то, что происходит. Потому что Путин захотел либо захватить Украину, либо навязать свои правила. Потому что у него свои... Вот за это и гибнут ваши люди. Да, И он наши ставит люди. задачи, ставит приказы, и эти приказы... А знаете, в чем разница? Мы дома, Вы дома, да. А вы? согласен. Мы не дома. а вы не дома. Да. В таком случае что получается? Вы оккупанты? Если войска чужой страны заходят не с целью оккупации, да, так скажем, то они, вероятнее всего, оккупанты. Ну, вы же оккупировали. Вы в Запорожской области были. Бердянск оккупирован? Ну, там стоят наши. Да. Ну, он оккупирован? По факту. По факту я не могу, я не знаю, для чего это все происходит. Тут даже без для чего. Тут просто факт. Оккупирован? Да, оккупирован. Ну. Вы какие-то тяжелые. Но если чисто субъективно, да, получается, если зашли, забрали Не другую субъективно, а территорию. по факту. Ну, по факту, да. Ну, Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Мы тут с вашим мужем общаемся. Меня Екатерина зовут. Он в плену. Я знаю, Откуда? потому что по интернету гуляли видео, Ну. где их брали. Где их брали в плен? Правильно? Да, наверное, да. Угу. А с кем-то из его подразделения гуляли видео еще? Или только с ним? Я не знаю, кто у него в подразделении был. Понял. Я знаю, что написано. Понял. Будете с ним разговаривать? Да, да. Зачем? Как зачем? Ну, за зарплату спросить. А при чем тут зарплата? Все о зарплате спрашивают, не знаю. Не? Ну ладно, разговор под записи для публикации. Предупредил вас. Передаю трубочку. Катюш, привет. Здравствуй. Тише, спокойнее, давай без истерик, без всего. Да Смотри, нормально, облокотитесь об стол, нормально пообщайтесь, что вы это? Да. миром, ответом как?
Матвей и Мира как там? Они хорошо у себя в комнате сейчас. Как у тебя рука, как здоровье? Нормально все. Живой, здоровый, не болею. Целый. Тише, успокойся. У нас все хорошо. Ну, относительно. Я понимаю. Относительно чего? Отец звонил? Вот. Папа нас сегодня привез, мы у них в деревне были. После того, как поговорим, сразу позвони ему, скажи, я звонил, все хорошо, живой, здоровый. Да, я позвоню обязательно. Скажу. Я уже сегодня опять в Министерство обороны звонила, там ничего. Тебе, смотри, и вот, где я числюсь в Приморье, и был прикомандирован к 70-му полку. Да. В 70-м полку должны были мне статус поставить военнопленный. Находится в плену. Нету этого статуса. Ты без вести пропавший статус. Надо его поменять, что я в плену. Надо им доказать. Это то, о чем я вам говорил. Да, да. Мы стараемся, они не выходят со мной на связь. Я уже в прокуратуру даже обратилась в плане того, что часть бездействует и не подает данные в Министерство обороны. Нигде никаких данных на тебя нет, только то, что ты без вести пропавший. Это официальный статус. Я не знаю, куда мне еще обратиться, потому что мы и в Красный Крест обратились, и уполномоченному по правам человека Российской Федерации, и Тюменской области, и на сайте Министерства обороны. Я понимаю, вы я не знаю, все равно давите, продавливаете. Они все равно должны как-то должны. Спросите жену, она меня знает вообще? Еще раз. Ну, вы меня знаете вообще или нет? журналист. Канал мой знаете? Нет, честно скажу, не знаю, я не интересовалась вообще. Очень зря, что вы не интересовались. Золкин моя фамилия. Канал мой в Ютубе найдите. Потом видео с вашим мужем выйдет. Занесите там, покажите, отправьте. Что он Фамилию здесь. я слышала, канал не смотрела, извините. Ну вот, да. Сейчас. Найдите канал, покажите им видео. В общем, Для вас. это видео будет как доказательство того, что я живой, что я в плену. Да, это для них стопроцентное доказательство Да, того, я что вы в понимаю, плену. но я даже и вот это видео отправляла и в Министерство обороны, и в Красный Крест, и все разводят руками и говорят, что это не доказательство. А это доказательство. Это доказательство. Потому что я реальный человек, меня все знают, у меня есть контакты, меня можно набрать, спросить. И я скажу, да, он в плену. Какое еще вам нужно доказательство? У меня уже 1000 интервью с такими, как ваш муж. Какое еще доказательство нужно? Я не понимаю, какое им надо доказательство. Что не без вести пропавший, а находится в плену живой. Да, я вот этого и добиваюсь, чтобы ты был в списках потом, чтобы можно было на обмен списки какие-то там. Я не знаю, как это правильно. Просто куда уже только не обратились, а везде мне говорят о том, что мы ничего не знаем, мы ничего не можем. Чего вы дрожите? Вам сидеть неудобно? Нет, холодно просто. Холодно? Вроде не холодно. Ну ладно. А куда еще-то обратиться, если, может, вы подскажете? Куда? Ну куда? Помимо Министерства обороны. Ну вот его же министерство вашего нападения на войну отправило, правда? Ну вот Да. к ним и обращайтесь, ну куда еще обратиться? Ну вот я говорю, что обращаюсь, говорю им, объясняю ситуацию. Омбудсмен у вас должен быть в стране, который по правам человека. Да. К нему тоже можно, от наверное, него обращаться. Ну. Обратились, пришла отписка. Ну, а скажите, пожалуйста, а почему ваше государство так относится к вашим людям? Я не знаю почему. А как вы относитесь? Нашему государству в голову не залезьте. Наверху Да. сидят те, кто... Особенно если ее нет. А
Скажите, а как вы относитесь к войне, вот, к тому, что убийства происходят, к тому, что ракеты летят в Украину? К этому негативно только можно относиться. Ну, как Причем сказать? нейтрально к этому вообще нельзя относиться. Не, ну почему? Иногда мне россияне рассказывают, что это за какую-то, за правду они там воюют у нас. За какую правду? Я не воюю, я не знаю. Ну, ваш Я муж стараюсь воевал. даже ногу с ним не смотреть. Ну, ваш муж воевал. Вот если бы он погиб здесь, он бы за что погиб? За родину, как говорят. У него родина в Запорожской области. Вдруг оказалось. Ну, вот серьезно. Но он был в Запорожской области. Какая у него там родина? Это Украина, это другая страна. Украина — это наши друзья. Я понимаю, что он туда пошел не с тем намерением, но это не его были намерения, это его работа была. Нет, Украина Я это не понимаю, ваши что друзья, это- Украина это ваши враги, а вы наши. Какие же ж мы вам друзья, если вы к нам с автоматами на танках приезжаете? Какие же, как к друзьям так приходят разве? Если бы к вам пришел человек в дом с автоматом, это друг бы у вас был такой? Нет. Ну так а какие же друзья? Я же говорю за себя. Я не могу говорить за страну и за государство, за наше. Так Каждый если, человек говорит за себя. так если мы для вас друзья, то чего ваш муж к нам с автоматом пришел? Его туда отправили, он даже не хотел. Так надо было отказаться. Да. А нам предлагали отказываться. Идите тогда сидите. Сколько, я не знаю. Ну, может лучше сидеть, чем кого-то убить или самому погибнуть? Может, лучше. Или точно Мы лучше? теперь... Я не могу об этом сказать, потому что уже произошло то, что произошло. Ну так его сейчас вернут обратно, снова скажут, иди, у тебя вон контракт. Снова пойдет? Добиваться увольнения. Будем разрывать этот контракт. У него пенсия. Разрывайте контракт. Не разрывайте контракт. Я не знаю. Делайте что-то, чтобы его забрали домой. Мы делаем... Он нам Я не говорю, нужен вы здесь. посоветуйте про Министерство обороны, куда обратиться? Да, везде. Тут вопрос не в качестве, а в количестве. То есть вопрос не в адресате, а в количестве ваших обращений. Если вы... Так они практически каждый день идут к ним. В Ну, так Министерство вот, обороны мы через день звоним. Вот, каждый день и звоните, каждый день и ходите. В военкомат ходите, в часть ходите. Видео показывайте. Наше видео выйдет, наше видео показывайте. Ну, какие проблемы? Надо, вот мой номер, позвоните, спросите. Я не знаю, какие вам еще нужны доказательства, что он в плену в Украине, а не без вести пропавший. Я знаю. Я говорю, что я не могу добиться, чтобы его в списки эти внесли. Вы даже этого не можете добиться. Уже не говоря, а внесение в список еще не гарантирует обмен. Я про это и говорю. Ну, я не знаю, как вам объяснить, что вам нужно это делать и нужно делать постоянно. То есть, ну, я вам сказал, Это делает сказал. постоянно одно, так Всё. же, как я и сестра Все, его. ладно, давайте. Пока-пока говорите. Ну, заканчивайте, в общем. Ну все, говорю, уже пока я больше не могу разговаривать потом. Я поняла, я большое спасибо говорю, вот хотя бы знать, что ты все нормально, Да, живой. все нормально, живой, здоровый. Кормят, все нормально. В этом плане не переживай. Хорошо. Все, будут возможности, позвоню. Мы тебя ждем, Люба. Мире Матвею там поцелуй от меня. Да, обязательно, да. Все, давай, пока. Да. Спасибо большое, что разрешили поговорить. Давайте. Что скажете? Растерянность, если честно. Что как будто всем наплевать. Где я, что я. Живой, не живой, вообще без разницы как будто. Как будто? Походу так и есть.
судя по их действиям. Устал я сегодня. По традиции предлагаем обратиться к тем людям, которых вы знаете, к своим землякам, которые вас знают. Я не говорю, что это должно быть какое-то руководство к действию, или там, что вы должны им как-то в голову залезть. Вы сейчас начнете говорить, у каждого своя голова, это я знаю, что у каждого своя голова. И у каждого свой выбор, это тоже мы все знаем. Я предлагаю вам обратиться и сказать, что у вас на душе, как бы, да, что вы об этом думаете. Нужно сюда ходить или не нужно? Нужно мобилизоваться или контракты подписывать или не нужно? Да, я понял суть вопроса. И всем знакомым, друзьям, товарищам, которые, так скажем, в зоне риска попасть под мобилизацию или быть затянутым на контракт с последующей переброской на территорию Украины. Хочу сказать, старайтесь этого не делать, избегать под любым вопросом, под любым поводом. Прийти с автоматом, забрать чужую землю, это не есть хорошо. А еще и немалый шанс погибнуть есть при этом. Да, Да? это совершенно верно. И опасность просто зашкаливает. Опасность имеется в виду в плане для жизни. Погибнуть из 100% это 90 с лишним. Ну, понятно. Все, больше ничего не хотите добавить? Ну, в принципе, все. Все, свободно. Мы давно не говорили с вами про всякие опросы, которые вы проводите. Александр Шульга, вы его знаете по прошлым видео. А если не знаете, то он сейчас сам лучше расскажет, чего касается последний опрос. Да, этот опрос касается настроения россиян, но в данном случае мы спросили россиян о том, что бы они написали простым украинцам, вот простые россияне простым украинцам. Причем мы подчеркивали, что это не письмо там Зеленскому или Залужному, или просто военным, или политикам, а вот таким же людям, как вы, только по ту сторону границы. И вот ответы нас... Как делали? Не все по вспомнят. телефону, да, мы делаем по телефону, мы не можем делать это лицом к лицу, face-to-face, понятно. То есть мы это можем делать, но вы людей... не говорите, что вы из Украины. И мы не говорим из Украины, поскольку ну тогда или откажутся, или будут вот штамповать какие-то вот ну, такие совсем уже ответы, которые не имеют общего с реальностью ничего. Будут телевизор пересказывать. Или просто могут включить телевизор и поднести трубку к телевизору. Вот, собственно, делаем по репрезентативной выборке, по точно такой же выборке, как делают российские социологи. Это вот наша принципиальная позиция. Делаем уже больше года. Делаем больше года. Звоните какому-нибудь человеку в Специально Мухосранск. отобранному, да. И вот задаем А вопрос. как специально отобранному? Ну, случайным образом, выборка многоступенчатая, у нас есть квоты половозрастные. То есть все У нас есть доступ к базам. к базам данных мобильных, конечно. Понятно. Конечно, а как иначе? На обычные телефоны нет смысла звонить. Мы, Вот. мы все о вас знаем, россиянчики. Ну-ну. Уже давно. Да, и вот... Но эта информация не несет в себе никакой пользы, потому что, как бы, а что ты сделаешь с поленом? Ну, А вот ты знаешь- все знаешь о полене. А вот да. я не соглашусь, поскольку мы-то все знаем. Но вот если взять не только нас, если бы мы могли вот полностью себя обеспечить там оружием, деньгами, всем, ну, в принципе, да. Ну, вот воюем с таким вот соседом и воюем. Но поскольку нам нужна помощь, поскольку сосед нас в 3 раза больше по населению, людей не считает, не жалеет и, собственно, воюют-то там холопы, условно говоря, а бояре сидят и их дети и не воюют, то они могут, бояре, долго воевать, поскольку не они погибают, и не их родственники. Да. Так вот, поскольку нам все-таки нужна помощь и поддержка цивилизованного общества, нам приходится это доносить до
этого самого цивилизованного общества. Вот если Да. взять Ваши Зеленского... опросы это инструмент такой, да? Наши опросы для того, чтобы понять не только, скажем так, психотип россиян, он уже понят, и если кто не понял, может просто открыть рандомно интервью Владимира и просто посмотреть эти интервью, там, не знаю, 3-4 Вообще без штуки. проблем, да. Да. Это как такой качественный компонент. А если мы говорим о обществе в целом, то здесь, конечно же, нужно понять и его настроение. Поскольку, кто бы что ни говорил, есть лимиты у поддержки Путина, есть лимиты у самого российского общества в готовности там, погибать, терпеть трудности и так далее. И это нужно понимать, это нужно изучать. Очень важно, у нас это все в динамике. У нас уже сейчас 7 волн по одной и той же методологии, те же самые вопросы, мы можем встретить, как изменялось настроение россиян с конца 2022, вот сейчас по начало 2024 года, и дальше мы это, дай бог, А будем вы делать. раньше это рейтинги изучали? Вот мы в прошлый раз говорили, там у Кадырова был высокий рейтинг. Потом Узнаваемости, он, да. узнаваемости. Потом он ушел куда-то и у Пригожина Да. прыгнул максимально. После смерти Пригожина Нет смысла. у него рейтинг упал или нет? Нет, хороший был рейтинг. Мы спросили, вот когда он погиб летом, да, там, в августе, мы в сентябре спросили, ну, более того, 20% верят, что он еще жив. 20% Буданов верят, вот что он буквально недавно сказал о том, что нет никаких доказательств того, что он погиб, поэтому я бы с такими заявлениями не спешил. Я вообще считаю, что нам стоит какого-то двойника слепить. Они же любят двойников. Да, да. Двойника Пригожина. Не только двойника. Шойгу! Ну, чтобы подкидывал вот этого. Ну, на самом деле, они верят, и что двойник и Путина есть. Вполне это как бы уживается. Ну, то есть, если двойник, так может быть уже оригинала нет. Это отдельный хороший разговор по поводу выборов Путина и коллективного Путина. А что касается донесения вот того, что мы получаем в этих опросах, и, собственно, что должны в 2024 году понять наши и принять, я бы сказал больше, наши партнеры, что действительно мы имеем такое вот, ну, дело с таким неким психотипом, который и настроением мышления, который абсолютно коренным образом отличается от европейского, от рационального, от там, скажем так, эпохи просвещения и дальше. Да? Он действительно отличается. В принципе, если посмотреть, чем занимается Зеленский, да, его команда, чем они занимаются? Они просто ездят, и вот это, ну, не наши конкретно опросы, да, но они своими словами делают, ну не скажем так, не презентацию, просто говорят: ребята, ну посмотрите, с кем мы имеем дело. Ребята, они придут дальше за вами. Ребята, они больше, кроме как экспортировать войну, сейчас уже не могут. И как бы честь им и хвала за это, но теперь главное, чтобы наши партнеры это поняли. Причем балтийские страны, которые, кстати, в наших опросах фигурируют постоянно, и по отношению к которым россияне говорят, что они готовы толерировать новую спецоперацию уже против балтийских стран, они это прекрасно понимают. И А тут всё очень госпожа просто. Каллас говорит, надо выделять деньги. тут всё 0,25 ВВП. Чем ближе 0,25. к границам Украины и России. границам Рашки, тем больше европейские страны все прекрасно понимают. Те же балтийские, та же Польша, все, им ничего не надо объяснять. Ну, правда, там с этими перевозчиками отдельная история. Это немножко другое. Это экономическое, это их особенности. Там же ж мало того, что экономическое, там же еще и Рашка тоже запустила туда щупальца свои. Это же они же тоже все это инициируют. Но просто это действительно другая тема. Ну, вот Финляндия, например, тоже, что у них вроде все было в порядке. Они сейчас такие: опа, раз, нет, давайте в НАТО. Спойлер сейчас сделаю. Мы включили вопросы по поводу Финляндии, то есть те же самые вопросы. Как бы вы отнеслись, чтобы Россия начала специальные военные операции против Финляндии, Швеции, и вот уже первые результаты Так, о том, понял, что все, точно давай так без же. спойлеров, погнали. Что там у вас был, какие вопросы и какие ответы? Да, прекрасные вопросы были. Значит, это мы с InfoSapiens, компанией социологической украинской, провели вот этот опрос. И такие были вопросы. Что бы вы простым украинцам написали? Мы это долго как бы группировали, потому что, ну, представляешь, 1600 разных ответов. Они как бы, ну, похожи, но несколькими разными словами. Значит, основной ответ 13%, условно 13%, это мы хотим жить в мире. Понятно. Так. 10% на втором месте это все будет хорошо, держитесь там. И 8% мы одна нация, один народ, и вам лучше с Россией. То есть вот эти три основных, ну, сравнительно частых ответа. А на что они отвечали, на какие вопросы такие ответы? Так, не было вопроса, был вопрос, чтобы вы сами своими словами
написали украинцам. А, вот дошло, это бы они дошло, написали. до меня дошло. Это типа их послание к украинцам. такое. да. Мы хотим жить в мире, мы Всё будет хорошо. один народ. И Всё будет хорошо. Все будет хорошо. Держитесь там. Надо просто немного потерпеть. Да. Короче, то, что им говорят, в принципе, только наоборот, они типа вот это адресовали украинцам. Да. Еще четверть, если сравнить все, ну, если сложить все ответы однотипные, говорит о том, что прекратите сопротивление, вас одурачили, верьте нам, ну, нашим СМИ, нашей власти, помогайте нашим военным, перестаньте помогать вашим военным. То есть это четверть еще. То есть одновременно мы хотим мира, но при этом перестаньте сопротивляться. То есть вот перестаньте сопротивляться, дайте вас завоевать, и будет мир. Ты не сильно удивишься, если я тебе скажу, что ты меня не сильно удивил? Нет. Но я думаю, для наших зрителей, как бы, кто следит за твоим творчеством. О, боюсь, их ты тоже этим не удивил. То, что там одновременно уживаются абсолютно противоречивые вещи, это как бы... Разорванное сознание. Всем понятно. То, что ты разъяснения никакого не добьешься, потому что как только ты упрешься в сложные вещи, тебе сразу же скажут: обратитесь в компетентные органы. То есть люди снимают с себя ответственность за необходимость думать вообще. То есть все. Я не буду думать. Там есть компетентные органы, пусть они думают. Поэтому, ну хорошо, давай дальше. Может, что-то еще было? По поводу органов компетентных. Мы с тобой упомянули Пригожина и что с ним стало. Мы же задали вопрос в сентябре. Так что это было, по-вашему? Что с ним случилось? Около трети сказали, это, по-моему, был сравнительно наиболее часто упоминаемый ответ. Надо дождаться официальной экспертизы и выставки. Вы не видели, самолет там упал, там, не видели Пригожинский путч? Пусть следствие разберется. Так это же вопрос, вот вы убивали, насиловали людей, вот вам такие вот факты, такие факты, такие факты. Ну, там, они будут привлечены по всей строгости закона. Какого закона? Вообще о чем речь? Ну, следствие разберется. Это, ну, Россия. А потом они попадают в тюрьму, а потом они выходят, а потом... Там есть такая штука, надзор называется. Это мне 20-30 пленных подряд уже рассказали во всех подробностях, с пристрастием просто. Выходит он из тюрьмы, сидит он дома, к нему ночью приезжают в дверь тихонечко, а он же спит. Все, его дома нет, пишем на него рапорт, 3 рапорта, и он едет обратно, если нужно. Вот. И как бы вот в этот момент они уже, наверное, могут сказать, что это несправедливо и неправильно. Но в результате все равно пусть компетентные органы разбираются. Такой циклический круг сознания глубинного народа. Да. Что касается еще сознания глубинного народа, это относительно, чтобы, как бы они охарактеризовали российский народ, это второй вопрос мы задали в этом ключе. Одним словом, вот одной чертой. Вот что присуще российскому народу. Ну. Значит, основные 2 черты – это добродушность, 14%, и 14% терпеливость. То есть, если в целом, понятно, там храбрость, смелость, там стойкость, патриотичность. Короче, если добавить все позитивные черты из этих 100%, порядка там 95-96 это будут позитивные черты. Нет, 94 где-то. И 6% только негативные. Ну, то есть там по 1% типа ленивый, там, глупый, так, ну, абсолютный мизер. Окей, задали тот же вопрос. А как вот украинский бы народ охарактеризовали одной чертой? Значит, вороватый, жадный, брехливый и обманутый. То есть, что получается? Если собрать все черты, которым характеризовали украинский народ, и условно их разделить позитивные и негативные, то негативных сравнительно больше. Что у нас, какая у нас логическая схема выстраивается? Значит, ну понятно, российский народ хороший, терпеливый, добродушный. Добродушный мне понравилось, это прекрасно был. Добрый, добродушный. Да, добрые, светлые люди. Вот добрые, светлые люди просто вот... Да, а украинский... С их стороны в нас летят ракеты, они такие, классно, какие мы добрые. Нам не жалко, ракет не жалко нам. Вот, по-украински. Сама доброта. Жадный 11, да. Лживый 8, обманутый 6. Это вот такие 3 основные характеристики. Мы жадные, у нас нет столько ракет. Вот, то есть получается... Они настолько добрые, что они могут даже по рынку в Донецке влупить, короче.
и сказать, что И сказать, это мы не вы, это Да. переписать чужие заслуги. Ну, это понятно, но доброта там просто она идет через край. Я пытаюсь сказать, ребят, ну у нас нет на такие акции непонятные просто боеприпасов, банально. Нам их в ограниченном количестве. Чего? Они добрые, они по всем зашлют свою вот эту мерзость. Ну-ну. Да. Соответственно, наша логическая схема какая получается? Значит, хороший, добродушный, терпеливый российский народ нянчится с Да. глупым, лживым, Да. обманутым украинским. То есть Она тут... пытается им доказать, мы ж по вам уже 2 года ракетами бьем уже, в конце концов, танки, солдаты, трупами российскими, все поля уже усеяны, доброта одна сплошная. А вы никак понять не можете, что мы хотим Вас освободить. Там тоже Да. вариант ответов. И еще вообще. мы хотим вас освободить. не только и- освободить, но и демилитаризировать, денацифицировать, не знаю, вообще, все вот это вот. То есть, соответственно, какой у нас получается из-за всего этого? То есть, еще раз, это своими словами простых россиян, простым украинцам, не плохому Зеленскому, не плохому там военному руководству, а вот таким же людям, как вы. Ну вот, есть же абстрактные украинцы, которые вот не бендеровцы, да, вот есть бендеровцы плохие, есть вот обманутые украинцы. Вот что бы они сказали. То есть, мы сразу получаем, весь этот круг проходим, опять получаем имперские восприятие украинского народа. Опять вы обманутые, глупенькие, лживенькие, а мы терпеливые, Понять добродушные. не можете, что мы Да, хотим и мы вас... хотим вас... То есть, соответственно, вот этот освободить. диалог, конечно, опять же, простой глубинный народ. Не какой-то не либералы, не Z-патриоты, не режим, да, Да. который там говорит о том, что устами Медведева, который вот очень хочет быть этим новым Жириновским, что сколько будет Украины, столько будете воевать, поскольку или будете под нами, или, значит, будете погибать. Да, Вот простые люди говорят, ну а что такого, все будет если хорошо. почитать Медведева, если россияне читают Медведева, и они не знают, что такое нацизм в чистом виде, как бы, да, пусть почитают Медведева, там, чистый нацист, по-моему. Но он же пишет о том, что Украину нужно уничтожить, стереть с лица земли, что Украины никакой не существует, что они там великие. Все это пишет Медведев. Но Медведев же сам по себе это все не будет писать. Естественно, ему это санкционируют. Да, поэтому перспективы диалога пока очень слабые. Я думаю, что, опять же, вот эти доброхоты, которые говорят о том, что нужны переговоры с россиянами, там, при любых условиях, ну надо же, главное, чтобы закончилась война, они вот этими исследованиями очень показывают вообще, а с кем говорить. Вот говорить с кем? С режимом? Ну вряд ли. С оппозицией? А кто там? Ее нет. Ее нет. А обращаться Сама оппозиция признает, что ее нет. Ее нету. Ты И вообще видел, когда кандидаты в президенты, их спросили, вы вообще собираетесь побеждать? Ты видел эти? Нет? ну, Надеждин... Ответы их. Ну, Они так искренне говорят, что я дурак, что ли, бля, иду в президенты, чтобы победить. смотря То есть, типа, кого ты говоришь, КПРФ, ну, говорит, я совсем согласен. А Надеждин говорит, что человек вроде как против войны, но он говорит, ну, я не сдам российские территории. Ну, то есть, по факту, вот что захватили, не, то и... их спрашивают, задают им вопрос, вы на выборах, вы идете на выборы президента, вы на них собираетесь побеждать? Так а кто там идет? Нет, там Мы было 5 сделали- подряд ответов, что нет. Так Ну, мы, то есть мы сделали анализ, кто там идет. Ну, скажем так, системная позиция, там всякие КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Новые люди не считаем. Какие-то Рады русских и прочих тоже, этих фриков не считаем. Вот светоч оппозиции, единственного, кого хоть как-то можно назвать, вот такой Собчак, новый Собчак, которая должна показать, ну, Надеждин, который должен показать, что насколько ничтожная поддержка российской либеральной оппозиции, он наберет там 1%, и с ним им будет показывать международным наблюдателям, вот смотрите, вот ваша либеральная оппозиция 1%, просто дискредитировать ее. Там просто не за кем следить, на самом деле. Мы больше следим за тем, что, с чем будет Путин идти, поскольку есть запрос конкретное общества, что он должен А решать. Собчак не пошла уже, нет? Нет, не так и Надеждин уже вместо нее. А. Она вахту сдала, Надеждин вахту принял. А это у них одна там вот это вот... Это одна и та же технология. Свингерская тусовка, типа. Свингерская оппозиция, свингерская либеральная оппозиция. Понял. Задача ее одна, показать, насколько ничтожной она является. То есть, поскольку они допускаются, ну, условно говоря, тех, кого они более-менее считают серьезными, или за
за решеткой или за границей. Я думаю, что после этого Собчак снова разрешат ходить на эти Вечеринки, с трусами с бриллиантами. Там. Ну или с носком, да. И, да. Вот, поэтому по поводу оппозиции это смешно, я не смотрел, я еще раз повторюсь, для нас более важно, что Путин выкатит в своей программе, поскольку этим они могут хоть как-то чем-то апеллировать, поскольку он еще свою программу вот так вот не представил, а с чем ты, дедушка, идешь, поскольку... Зачем? Он уже 2 года ведет войну, уже 300 тысяч погибших, 300 тысяч плюс далеко уже погибших россиян, он до сих пор им не объяснил, за что они воюют. Зачем ему представлять свою программу на выборах? Ну, так, ну слушай, возмутительно вообще такое, о таком говорить. А запрос есть на эту программу, посмотрим. Поэтому, что в этом году ожидаем от России, от россиян? Это, конечно же, больше вопросов. Вот ты говоришь о том, что постучали, да, несколько раз написали рапорт, что и назад на фронт. В тюрьму. Да, или в тюрьму. Что мы сейчас видим? Мы видим сейчас спорадические, но все больше вот распространяющееся недовольство мобилизованных. Какая прекрасная ситуация получилась в России. Набрали сотни тысяч во время открытой мобилизации. Дальше каждый месяц, судя по данным нашей разведки, 20-30 тысяч призывали или принуждали со срочкой переходить на контракт в протяжении 2023. То есть еще там 200 тысяч набрали на протяжении 2023 года скрыто. Конечно. Значит, сотни тысяч мобилизованных людей, которые были в гражданской жизни, не являлись там, да, не жители этих военных городков, у которых все построено вокруг этого. Вот просто обычные люди, пусть Знаешь, в чем глубинки. проблема вот тут нашей с тобой беседы? Я-то как бы прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Наш зритель прекрасно понимает, о чем ты говоришь. А тот самый глубинный народ, которому это стоило бы донести, он, ну, даже если ты его усадишь и специально заставишь это смотреть, он не поймет. Потому что когда я даже уже пленный россиянин, который уже все это прошел, который уже знает, который признает, что да, меня обманули 1, 2 и 3, вокруг меня было 2 десятка сожженных трупов, и вот я здесь в плену, когда я ему говорю, вот ты понимаешь, что у вас мобилизация продолжается? У него такой тумблер, нет, мобилизации сейчас нет. Я такой, ты серьезно, вы не понимаете, да, этого? Нет, вот только тот, кого коснулась мобилизация, но он уже не наш клиент, потому что он уже поехал. Он как бы едет, и до него, наверное, постепенно начинает доходить. Мобилизация продолжается. А остальное оно не поймет. Правильно, я абсолютно с тобой согласен. Атомизированность российского общества, его разобщенность, конечно же, является проблемой для всех, в том числе и для самих россиян. Но важно, мобилизованные уезжают, там, сидят в окопах, там погибают, попадают в плен или выживают, окей. Но родственники остаются. Родственники, жены и близкие. Обратитесь к компетентным органам. Вот еще раз, вот сейчас, 2024 год, вот они и будут обращаться к компетентным органам. Они будут это делать, выходя на вот эти небольшие акции. Поскольку, смотри, какая произошла диспропорция и диссонанс. Зэков набрали, полгода отслужили, кто выжил, поехал назад вести свою такую же жизнь по своим городам и весям. Что мы видим? Получается, зэк полгода отвоевал, выжил, свободен, минус срок, свободен. Мобилизованный, там вроде бы 1,5. законопослушный человек пошел и до сих пор сидит. Те, кто подписали контракты на полгода, вот сегодня новая новость очередного человека в России, контрактника, к 2 годам колонии поселения. За что? Он говорит, так у меня же контракт закончился, уже пару дней как закончился, вы меня посылаете, я не поеду. И не поехал в СИЗО. За что? За то, что контракт закончился, ему говорят, а в военное время, ну... А там, да, там у них все это прописано, что это все бессрочно до конца... Один билет, один в конец, все. До конца боевых действий, до конца войны по-нашему, по их... СВО, до конца... специальная военная операция. Вот, и вот этот диссонанс. То есть зэков полгода и гуляй, Вася, а я законопослушный, год, 1,5 и дальше. Вот эту историю режим, скажем так, замолчать не может. Как ее зарешать, пока они не придумали.
И вот 2024 год будет годом вот этой истории. А о чем мы сейчас пытаемся, на что мы пытаемся рассчитывать? Что у них будет какой-то бунт бессмысленный, беспощадный? На колени еще раз выйдут станут? Ну, это... Начнут с этого. Так они все время с этого начинают, этим заканчивают. На коленях стоят и просят: Владимир Владимирович, помоги. Все. Постояли на коленях, попросили, ушли. Что касается мобилизационного ресурса, со скрипом, с треском, но они все равно наберут ровно столько мяса, сколько нужно будет отправить в Украину. Все равно наберут, правдами, неправдами. Ну, то есть, честно, у меня к ним не осталось посланий никаких. Ну, то есть... Смотри, на протяжении всего 23 года мы фиксировали и в конце 22-го, что россияне не поддерживают вторую волну мобилизации, вот этой массовой. Конечно, они Ты не видел ее? поддерживают. Ее не было, потому что у российских политтехнологов точно такие же результаты. Ну да. Поэтому они выбрали скрытую. Гиркин за что сидит? За то, что он кричал криком: надо еще одну и 500 тысяч. Никто не хотел открыто это делать. Вот и все, где Гиркин, где все военкоры. В 2024 году они будут вынуждены пойти на более жесткие меры по мобилизации, а тех они не отпустят. Дыркина жалко, конечно, хорошо говорить. Я очень любил, да, слушать. Ну, я думаю, Он просто должен сидеть не в российской тюрьме. Да. Ну, на этой позитивной ноте, наверное. Все, да? Спасибо Да, огромное. Очень много полезнейшей информации мы сегодня получили. До новых встреч.